Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вторая часть утреннего обзора. Давайте рассмотрим, какие идеи сегодня есть в евро-долларе и в акциях российских и американских, куда подует биржевой ветер и как на этом можно заработать. Так, друзья, давайте начнем с фьючерса на индекс РТС. Юрики делают ставку на то, что просадка будет продолжаться. Мы с вами видим, это дневной таймфрейм. Сейчас идет попытка закрепиться на уровне 161 500, 162 тысячи в этом диапазоне. Соответственно, если пробой 161 с половиной происходит, то здесь точка остановки находится на 160 тысяч, вот здесь вот. Пока вот этот уровень не пробит, его откупают, гоняют вот в этом диапазоне, пытаются тащить наверх. Сейчас Китай достаточно бодро открылся, несмотря на все китайские перипетии. Возможно, Китай вдохнет жизнь в американский рынок, и мы увидим окончание коррекционного отката. На сегодняшний день он покажет то, что вчера было, это так, это просто испугались и немножко труханули, или это уже закладывается какая-то тенденция, связанная с тем, что в Соединенных Штатах начинается постепенное снижение. В первой части обзора я подробно объяснил, какая здесь возможна ситуация на основании анализа макроэкономических показателей. Если вам интересно, можете его посмотреть. Там анализ того, что происходит в Соединенных Штатах, Китае, макроэкономических показателей. И исходя из этого, как будет формироваться движение финансовых рынков в ближайшие несколько месяцев. Так, друзья, переходя к часовику, здесь формируется попытка отскока. Соответственно, если не будет переписан вчерашний минимум 161 500, то мы вот из этой формы отскакиваем, и цель движения 164 500. Если здесь все-таки возникает пробой, то уходим консолидироваться на 160 500, 160 тысяч в этот диапазон, который, возможно, послужит мощной бронеплитой, удерживающей от падения. Ну, а если здесь будет пробой, то следующая цель движения 155 тысяч. Сейчас, в течение дня, если не будет тестирования и пробоя этого диапазона, вот эта консолидация, которая здесь происходит, она приведет сегодня, либо завтра к отскоку на 164 500. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Никак не хочет он восстанавливаться, пробил вот эти вот локальные поддержки, которые здесь были. Что я могу сказать? По идее, вот сейчас отсюда должно было все-таки развиться движение с целью потестить 17.90. Почему-то этого не происходит. Но здесь фишка заключается в том, что при достижении уровня 1,1810 и 1,1820 евро активно выкупают. В первой части обзора было сравнение того, что происходит в композитных PMI экономик еврозоны, США и Китая. Исходя из этого сравнения, Европа до конца года должна стать лидером восстановления по отношению к Соединенным Штатам и Китаю. И если брать это за основу, то вот этот тренд должен здесь отбиться, развернуться, и, соответственно, должно пойти восстановление евро против доллара. Ну а на текущий момент вот эта вся ситуация, это идет накопление. Если это накопление не приводит к пробою вот этого текущего сильного уровня, который 1,1790, то мы отсюда обязательно увидим выход наверх и рост евро к доллару. Но первая цель движения 19.75. Такая вот более или менее существенная. Соответственно, здесь пробой этого диапазона, евро начинает падать и проседать. Так, друзья, далее вопрос был по Сургутам Преф, месячный таймфрейм, давно не рассматривали. Но смотрите, здесь переписали исторический хай, соответственно, вопрос будет, не будет закрепление выше уровня 46. Если будет закрепление, то, соответственно, здесь будет возможно еще дальнейший рост наверх. Однако здесь в силу того, что грядут дивиденды, если оперировать движением графика, то здесь, разумеется, должен быть какой-то коррекционный откат. Обращаю внимание, что я на дивидендах не заостряю внимание, потому что дивиденды это чаще всего 95-99% случаев, когда в компании нету проблем глобальных, они приводят к тому, что просто часть графика она
уходит к вам в карман, и на самом деле никакого падения в реальности не происходит. То есть, да, котировки перестанавливаются, вы получаете дивиденды, дальше они как бы на новом достигнутом значении двигаются так, как если бы график компании находился чуть повыше. Поэтому вопрос учета дивидендов в графике, с моей точки зрения, в подавляющем большинстве случаев носит технический характер. Технически не от слова теханализ, а от слова того, что здесь просто система отчета меняется и все. Так, ну вот вчерашнее движение, которое пошло, оно указывает на то, что прифы начали разгонять. Здесь есть локальный уровень, он не 46, это уровень 46.94. Если в результате отката этот уровень не пробивается, то, соответственно, могут его на полтинник, на 52 еще свозить. Но на самом деле я вот к этой акции не очень трепетно отношусь, потому что она подобна темной непредсказуемой лошадке. Но опять же, если на часовик опираться, то здесь, судя по всему, была раздача, и он сейчас должен откатываться. И цель этого отката, первая, это 47,5, и потом уход в район 46,7, возможно 46,6, вот сюда к этим значениям. Так, друзья, далее Сбербанк, но здесь совсем слабенько он двигается, объем небольшой, но с другой стороны его, по идее, вот он отсюда должен вообще уйти в диапазон 300-295. Накануне 6 июля была просадка, до этого был 4-часовик, сейчас я перешел на дневочку. Да, дневка указывает на то, что движение вот это в район 300-295, оно пока не закончилось. Юрики делают ставку на то, что по Сбербанку будет коррекционный отскок в район 313. Но бумага тяжелая, и поэтому с моей точки зрения мы либо вот сейчас колеблемся в этом диапазоне, либо, что наиболее вероятно с учетом накопившегося негатива на рынках, пробой 302,5 и уход вот сюда, в эту область. И здесь уже у него будет масса возможностей для того, чтобы собраться силами и отскочить. Обращаю внимание, юрики делают ставку на то, что сегодня пойдет отскок на 308-308,5. Я пока не вижу драйвера для того, чтобы это произошло. Так, друзья, далее Газпром. Здесь всякие страшные ужас картинки рисуются на коррекционный откат. На самом деле цель 294 отработана, и поэтому Газпром вполне может откатиться вниз. Главное, чтобы 270 не пробили, а так вот уже назрела необходимость отхода в район 276. Опять же, если сегодня будет пробой 296 и закрепление, то мы можем увидеть дальнейшее движение ракеты наверх. Касательно Газпрома, пока сложно сказать, слишком давно его пружину сжимали, слишком много уровней. Но здесь могу абсолютно четко закономерность выявить, если здесь пробой вот этого значения не возникает, то по Газпрому нас ждет коррекционный откат, ну и хотя бы отработка цели 276. Так, друзья, далее Норникель, бедолага. Норникель, уже как бы все было готово к отскоку и движению наверх, но там новая экологическая катастрофа, к сожалению, произошла. И поэтому его приспустили. Но опять же, его пока приспустили не летально, потому что он удерживает вот этот диапазон. Пока он этот диапазон удерживает, у него сохраняется возможность для коррекционного отскока и попытки пробоя 25,2. Я думаю, сегодня вопрос будет решаться, что здесь будет происходить. Юрики делают ставку на дальнейшее снижение. Если здесь диапазон 24 500-24 200 мы пробиваем, то следующая цель движения это 23 700 и возможно даже 22 164. Здесь все зависит от того, как будет реакция строиться с распродажами по факту аварии. Если распродажи будут продолжаться, нас ждет в ближайшее время просадка на 22 200. Вот. Но текущая ситуация, движение в консолидационном диапазоне не указывает на то, что вот эта просадка, она продолжится. Наоборот, здесь все указывает на то, что идет набор позиций, который приведет к отскоку. Только пробой вот этого диапазона будет являться подтверждением того, что Норникель сбили. Так, друзья, далее Apple. По Apple был вопрос, тем более по Apple как раз движение наверх, о котором ранее говорили, то, что Apple будет
бенефициаром в ближайшее время тех процессов, которые происходят в экономике Америки, а оно произошло. Вопрос в том, сейчас Apple закрепится и удержится выше уровня 135,5. Если удержится, то в ближайшее время будет тестирование на пробой 145 и дальнейший улет в космос. Если здесь не удерживается, то сегодня либо завтра отсюда развивается коррекционный откат. Цель этого отката, движение первое, это 127,2. Так, но если от месячного переходить к часовику, здесь на сегодня развивается движение, цель которого все-таки пробить 143,14 и уйти на 145. Если здесь возникает коррекционный откат с пробитием 141, то отсюда будет движение, цель которого, соответственно, уйти вот сюда, вот в район 137. Картина от месячных, от целей на месячном графике, она существенно отличается, но там более глобальное движение. Здесь сейчас то, что касается вот локально, сегодня в течение дня, вопрос в удержании уровня 139. 139 здесь выступает ключевым уровнем. Если он будет пробит сейчас в результате отката, то скорее всего закроется этот гэп и, соответственно, Apple вернется вот сюда, вот в район 135,5-136. Судя по структуре сделок, которые здесь происходили, как вот это накопление было, есть здесь определенные указания на то, что движение на рост, оно пока не завершилось. Так, друзья, ну вот следующая компания, это Amazon, тоже месячный график. Здесь произошел пробой. И, соответственно, сейчас вопрос будет, не будет закрепления в диапазоне 3450-3500 выше этих значений. Если будет, то куда он улетит, одному Богу известно. Если в ближайшие дни такого закрепления не будет, нас ждет коррекционный откат и движение в район 3100. Ну, здесь новость, есть драйвер по поводу того, что подрезал Amazon Microsoft на тендерах у Пентагона. Соответственно, на этих новостях Amazon чувствует себя очень хорошо. Так, ну вот такая дневочка, если от месячных таймфреймов переходить, космическая. Так, ну и переходя к часовику, что могу сказать? Движение наверх, судя по всему, не закончено. Говорить о том, что оно закончено, можно будет в случае пробития 3570-3550 вот этого диапазона. Если откат отсюда не приводит к пробитию этого диапазона, то будут выкупать и толкать на новые и новые высоты. Вот так вот ситуация развернулась. Опять в моде, опять в фаворе американский хай-тек. Вопрос только, насколько это надолго. И тот откат, который развился по американскому рынку вчера, не затронет ли он эти компании. Есть ключевые уровни, которые пока не пробиваются по Amazon, по Apple. Они будут акции все равно толкать наверх. Никуда от этого не деться. Друзья, ну в общем-то все. Основные активы, основные акции. Спасибо за внимание. Удачи!